Небо над канадской провинцией Альберта налилось свинцом еще 3 дня назад. Затяжной, нудный дождь, характерный для этого времени года, превратил обычно твердую почву предгорий в коварное месиво. В этих краях дикая природа не знает жалости. Здесь скалистые утесы встречаются с густыми хвойными лесами, а живописные равнины в одночасье могут превратиться в смертельные ловушки. Для молодого дикого жеребца, чья гнедая грива еще хранила запах свободного ветра прерий, этот день начинался, как сотни других, с бешеного бега, чувства безграничной силы и превосходства. Но именно скорость, его главный дар, в этот раз стала его проклятием. Он промчался мимо опушки густого леса, огибая вековые ели, и не заметил, как изумрудная трава сменилась обманчивым серым маревом. Под тонким слоем нанесенной воды скрывалась огромная грязевая яма, результат многодневного ливня и особенностей местного грунта. Один неверный прыжок, один мощный толчок копытом, и мир буквально ушел из-под ног. Конь рухнул в вязкую жижу, которая мгновенно сомкнулась вокруг его конечностей. Сначала он не испугался. В его жилах бурлила молодая кровь, а в мышцах невероятная мощь. Он попытался просто выскочить, сделать резкий рывок, к которому привык, уходя от хищников. Но природа распорядилась иначе. Грязь в этой части Альберты была особенной, тяжелой, маслянистой, похожей на незастывший бетон. Каждое движение, каждый удар копытом создавали вакуумный эффект, который затягивал животное все глубже. Прежде чем жеребец успел осознать опасность, он погрузился в болото по самую грудь под тяжестью собственного веса. Паника — худший враг в такой ситуации, но дикому зверю неведома логика спокойствия. Конь начал метаться. Его огромные глаза налились кровью, а ноздри широко раздувались, выпуская облака пара в холодный, сырой воздух. Он отчаянно цеплялся передними лапами за скользкий берег, пытаясь найти хоть какую-то точку опоры, вырывая куски дерна и ломая корни кустарников. Однако его мощные задние ноги, в которых сосредоточена вся сила лошади, полностью увязли в бездонной жиже. Прошли часы. Продолжительный дождь то стихал, то принимался с новой силой, остужая тело животного. Временами казалось, что у него вот-вот получится выбраться, он делал судорожный рывок, поднимался на несколько дюймов, но скользкий берег предательски осыпался, и он снова скатывался в самый центр ямы. Со временем азарт борьбы сменился изнурением. Силы уходили, мышцы сводило судорогой от холода и колоссального напряжения. В этом безлюдном районе, где на десятки миль вокруг лишь шепот леса и крики воронов, надежда угасала вместе с дневным светом. Конь лежал неподвижно, лишь его тяжелое прерывистое дыхание нарушало тишину. Казалось, он смирился с тем, что это место станет его последним пристанищем. Даррелл Гловер не был героем из рассказов. Он был простым фермером, человеком, чей характер был выкован годами тяжелого труда на канадской земле. Он сам держал лошадей и знал об этих животных все: их повадки, их гордость и их уязвимость. Кроме того, Даррелл владел участком леса неподалеку, которым управлял с бережливостью доброго хозяина. В тот вечер он отправился в лес, чтобы присмотреть деревья, которые потенциально можно было срубить для ремонта загонов. Воздух был пропитан запахом мокрой хвои и прелой листвы.
Внезапно его привычный маршрут прервал странный шум. Это не было похоже на крик птицы или треск ломающейся ветки. Это был хриплый, надрывный стон, звук существа, находящегося на пределе своих возможностей. Даррелл пошел на звук и вскоре замер на краю поляны. Перед ним открылась жуткая картина. Посреди серого пятна грязи виднелась голова и часть спины великолепного жеребца. Сначала фермер не осознал масштаба трагедии, подумав, что конь просто отдыхает, но, понаблюдав несколько секунд, он увидел тщетную попытку животного пошевелиться. Грязь держала коня мертвой хваткой. «Ох, бедолага!» — прошептал Даррелл, чувствуя, как сжимается сердце. Он не мог просто развернуться и уйти. Будучи человеком дела, он тут же бросился к своей повозке. У него была длинная пеньковая веревка. Он попытался заарканить коня, надеясь, что сможет вытянуть его, используя свою силу и упорство. Но законы физики были неумолимы. Дикий жеребец весил во много раз больше человека, а грязь создала такое сопротивление, что сдвинуть его не удалось бы и десятку атлетов. Даррелл тянул до темноты в глазах, упирался ногами в скользкую почву, но конь не сдвинулся ни на дюйм. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в тревожные багровые тона. Даррелл понимал, если оставить коня здесь на ночь, мороз и волки довершат начатое болотом. Фермер быстро нарвал охапку сочной травы и скормил ее коню, а также оставил остатки своего обеда, надеясь подкрепить силы животного. «Жди, парень, я приведу помощь, только не закрывай глаза». Даррелл прыгнул в свой старый грузовик и погнал в город так, словно за ним гнались все демоны прерий. Ему потребовалось 45 минут, чтобы собрать команду. С ним вернулись его родные, люди, привыкшие к суровым условиям Альберты. Они привезли 2 мощных вездехода, лебедки и специальные храповые ремни, используемые для фиксации тяжелых грузов. Когда спасательная бригада вернулась на опушку, в лесу уже воцарились сумерки. Жеребец выглядел совсем плохо. Его голова низко опустилась, а глаза подернулись дымкой апатии. Однако появление людей и шум моторов заставили его вздрогнуть. Он смотрел на них грустно и спокойно. В его взгляде больше не было дикой ярости, только глубокое смирение. Казалось, он понимал, что эти двуногие существа — его единственная нить, связывающая его с миром живых. Работа началась немедленно. Грязь была настолько густой, что Дарреллу пришлось буквально вползти в яму, рискуя самому застрять, чтобы продеть ремни под живот и задние ноги коня. «Давай потихоньку», — командовал он сыну, сидевшему за рулем первого вездехода. Моторы взревели. Тросы натянулись, как гитарные струны. Сначала тянули нежно, боясь повредить суставы или ребра животного. Если бы конь выказал признаки боли, Даррелл был готов остановиться, но жеребец молчал. Он лишь напряг остатки мышц, стараясь помочь машинам. Первая попытка провалилась, вездеход начал сам зарываться в грунт. «Нам нужно больше рычага!» — крикнул Даррелл. Он перецепил ремни, на этот раз сосредоточившись на мощных задних конечностях. Он убедился, что петли сидят плотно и не соскользнут. Вторая попытка. Вездеходы работали в паре, их колеса вырывали из-под себя фонтаны грязи. И тут случилось чудо. С громким, чавкающим звуком, похожим на выстрел, задняя часть коня
начала подниматься. Почувствовав, что тиски разжимаются, жеребец внезапно обрел второе дыхание. Он начал яростно брыкаться передними ногами, толкаясь от берега. Еще один рывок, еще один рев мотора, и величественное животное буквально выскользнуло из грязевого плена на твердую траву. Конь лежал на земле, тяжело дыша. Его когда-то красивая шкура была покрыта толстым слоем серой, вонючей слизи. Люди не спешили уходить. Они окружили его, очищая его тело пучками сухой травы и старыми мешками. Даррелл лично проверял каждую ногу. К счастью, переломов не было, только сильное истощение и ссадины. Люди ликовали. Тяжелая, грязная и опасная работа окупилась. Они хлопали друг друга по плечам, радуясь, что успели до темноты. Но в этот момент радости произошло нечто, чего никто не мог предвидеть. Жеребец медленно поднялся. Его ноги дрожали, он пошатывался, но стоял гордо. Вместо того, чтобы немедленно броситься наутек в спасительную тень леса, он развернулся. Медленным, почти церемониальным шагом он подошел к Дарреллу. Фермер замер, не зная, чего ожидать от дикого зверя. Жеребец опустил свою огромную голову так, что его дыхание коснулось лица человека. Он встретился с Дарреллом взглядом, долгим, глубоким, пронзительным. Затем он наклонился вперед и мягко ткнулся носом в плечо фермера, словно отдавая безмолвный поклон своему спасителю. Это была не просто случайная ласка. Это был акт высшей благодарности, на которую способно живое существо. Даррелл, суровый мужчина, привыкший к капризам природы и жизни на ферме, почувствовал, как к глазам подступили слезы. Он протянул руку и осторожно погладил животное по бархатистой морде, с которой все еще стекали капли грязной воды. В этот миг между человеком и диким конем возникла невидимая, но неразрывная связь. Они разделили прекрасный, невысказанный момент истины. Жизнь бесценна, и доброта способна преодолеть любые преграды. Спустя минуту жеребец вскинул голову, издал короткое звонкое ржание, которое эхом разнеслось по лесу и, сорвавшись с места, исчез в ночной темноте. Он ушел на свободу, навсегда сохранив в памяти тепло человеческих рук. Это история о мужестве, сострадании и невероятной воле к жизни напоминает нам, что в каждом из нас живет сила, способная изменить мир к лучшему. Если вам понравился этот рассказ, пожалуйста, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Впереди нас ждет еще много удивительных историй о людях и животных.